Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Когда-то 7 лет назад мой канал в принципе начинался с того, что я рассказал вам о MSFIT-овских часах. Это были первые их часы с картами, все было дешево. И сейчас я периодически раз в год делаю вот подобные топы. К сожалению, этот топ до 50 долларов, а да, 5000 рублей это не 100 долларов, как 2 года назад, это только 50 долларов. Так вот эти 50 долларов, в них, к сожалению, мало что может уложиться, с одной стороны. С другой стороны, носимая электроника по большому счету не идет вперед, что наушники, что часы стагнируют, и брендов становится адекватных все меньше. Да, третьего эшелона просто бешеное количество, но смысл их мне запихивать в топ, правильно? То есть до 10 тысяч рублей я еще запихал часы умные, в которые можно устанавливать программы, химичить, но это третий эшелон. Здесь у нас только первый эшелон, всякие Huawei, Xiaomi, CMF, кстати, я спойлерну. Все эти устройства, по большому счету, с рынка выгнали что-то, что работало плохо. Китайских умных часов по 1000 рублей просто море, но они в основном прям лютейший дошман. И сейчас конкурируют три бренда по большому счету. Это Huawei со своим Honor, кстати, Xiaomi и Realme, которые выкатили, кстати, очень даже приличные свои часики. Плюс еще прибегает туда CMF от BBK, ну и все. До 50 долларов не такой большой выбор. Так вот, по этой причине я как раз и сделал топ-10 и умных браслетов, и умных часов, потому что функционал плюс-минус одинаковый, чуть-чуть разный форм-фактор, и выбирать нужно из этого. И только после этого уже смотреть на топ-10 умных часов, допустим, до 10 тысяч рублей. На все это отдельно у меня были обзоры на канале, в комментариях можете увидеть отзывы, чаще всего гневные пользователей, потому что все надеются, что за 50 долларов ты получишь Apple Watch Ultra, но это не так, потому что даже эти часы, они не идеальны совсем. Но на этих носимых гаджетах вы поймете, нужны ли вам вообще умные часы с их оповещениями, где-то вибро, где-то отслеживание пульса. Будете ли вы на него смотреть? Я уже много лет не смотрю. Хожу, просыпаюсь и рад этому. Но, с другой стороны, я их ношу. И раз в полгода могу и посмотреть, что там у меня со сном, активностью и всем остальным. Поэтому следить за здоровьем намного проще через них. Никакое там давление, ЭКГ, еще кто-то, никто ничего не измеряет. То есть то, что измеряют, это все обманка. И в принципе, все, что в этом топе, как раз я могу рекомендовать на 100%. Единственное, сразу желательно приобретать вам умные часы, либо смарт-браслет того же бренда, что у вас смартфон. Если нет, универсальные и Xiaomi, универсальные и Huawei, универсальные и Realme. То есть в этой ценовой категории вы не сильно потеряете от того, что приобретете устройство не того же бренда, что и ваш смартфон. Это в категории 20 тысяч рублей, там, за 15, 100 долларов плюс умные часы будут отличаться по работе с смартом. Здесь в меньшей степени. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к топу. Начнем. На 10 месте у меня красуется Xiaomi Smart Band 8 Active. Он есть только в черной расцветке, различных ремешков на выбор уже более чем достаточно. В комплекте же мы имеем сам фитнес-браслет, руководство, ремешок и магнитное зарядное устройство с двумя пинами. Вес со стоковым ремешком 27 граммов, вес только капсулы 15 граммов, а габариты 42 на 26 на 10,4 мм. Дизайн устройства обыкновенный, корпус же выполнен из матового пластика, а с фронтальной части экран покрыт закаленным стеклом 2,5D с неплохим олеофобным покрытием. Водонепроницаемостью модели класса 5 атмосфер смотрится смарт-браслет хорошо как на мужской, так и на женской руке. Стоковый ремешок выполнен из TPU, тактильно он неплохой. Крепится он классическим способом для фитнес-браслетов. При носке Smart Band 8 Active не ощущаются, спать в нем комфортно, ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет, за что плюс. На корпусе расположили два контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Летим дальше. Установлен здесь TFT-дисплей на 1,47 дюйма с разрешением 172 на 320 пикселей. Подбородок в наличии, не маленький, как к слову и рамки. Частота обновления экрана небольшая, 30 Гц. Перемещаться по интерфейсу удобно, анимации по минимуму
по-моему. Система работает без тормозов. Интерфейс доступен на русском языке с хорошим шрифтом. Плотность пикселей 247 ppi. Цвета под разными углами слегка тускнеют. Максимальная яркость 450 нит. При прямом попадании света на экран яркости не сказал бы, что не хватает, но запаса по яркости точно нет. Автояркость на борту отсутствует. Время до отключения экрана максимум 5 минут. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно, хорошо и быстро. Отмечу, что есть функция для выключения экрана накрытием ладонью, что удобно, как и включение экрана тапом. Пароль на Xiaomi Smart Band 8 Active установить можно, также есть режим «Не беспокоить». В меню есть все необходимое: активность, тренировки, статистика, измерение пульса, кислорода в крови, уровни стресса, мониторинг сна, погода с подробным прогнозом, события, которые можно добавить через приложение, музыкальный плеер, через который можно регулировать громкость и переключать треки, воспроизведенные на смартфоне, Bluetooth-кнопку для удаленной фотосъемки в паре со смартфоном, будильник, который можно завести прямо с фитнес-браслета, секундомер и таймер без возможности работать в фоновом режиме, поиск устройства и настройки. В настройках помимо уже перечисленного мною ранее можно найти режим энергосбережения, выбор циферблата, и на этом все. Далее, Bluetooth версии 5.1, тренировок на борту более 100 режимов, отслеживания плавания нет, к сожалению. Так же, как и нет автоматического определения активности с GPS-навигацией. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, настроек для тренировок немного. Далее, пульс у воздуха, как и кислород в крови, браслет не считывает. Измерение пульса работает в автоматическом режиме или в ручном, как и измерение SPO2. Мониторинг уровня стресса работает только в ручном режиме. Пульс Xiaomi Smart Band 8 Active измеряет хорошо, как и кислород в крови. Сон мониторит корректно, отход ко сну и пробуждение фиксируется правильно, как и все фазы сна. Ко всему есть оценка дыхания. Далее, входящий звонок можно только сбросить или поставить на беззвучный режим. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, и быстрых ответов не завезли, как вызовов. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики отображаются неполноценно. Емкость аккумулятора 210 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 55 минут. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья у меня их хватило на 5 суток. В приложении Mi Fitness есть 4 вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета все стандартно, и помимо перечисленного мной ранее, в них есть магазин циферблатов, и на выбор их достаточно. Ко всему любую фотографию на заставку установить можно. Также настройка мониторинга здоровья и стандартные настройки для устройства. Обновить же прошивку в приложении можно. Минусы: нет GPS-навигации, нет заготовок для быстрых ответов, смайлики полноценно не отображаются, большой подбородок, изредка не хватает яркости экрана. Резюмирую. Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Active неплохой вариант, как для первого носимого устройства с базовым функционалом, которого однозначно будет достаточно, чтобы понять, вообще вам нужны эти браслеты или нет. А учитывая, что его часто дают либо в подарок, либо он стоит безумно дешево, то прям ультра дешевый вариант, не колхозный и не подвальный, очень даже может подойти. На 9-м месте моего топа SMF Watch Pro by Nothing. Это первая версия. Поставляется данная модель с корпусом темно-серого цвета и серо-металлическим. В комплекте мы имеем краткое руководство, сами смарт-часы, силиконовый ремешок, магнитное зарядное устройство с 2 пинами. Я предполагал, что компания сразу будет поставлять свои смарт-часы с зарядным устройством без пинов, но, к сожалению, нет. Вес смарт-часов со стоковым ремешком 47 граммов, а габариты 40 на 46 на 12,7 мм. Ширина ремешка 22 мм. Дизайн новинки лично мне нравится. Выглядят смарт-часы, учитывая стоимость, и вправду хорошо. Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава и матового пластика. Качество материалов отличное, сборка хорошая. Водонепроницаемость класса IP68. Крепление ремешка стандартное, так что стоковый ремешок можно заменить на любой ремешок шириной 22 мм. Но нужно учитывать, что ремешок не должен иметь дополнительные ушки или что-то подобное. С одной стороны, это очень удобно, но с другой стороны, я ожидал какого-то фирменного или более удобного крепления. Стоковый ремешок с классической металлической застежкой, качество ремешка отличное, при носке смарт-часы не ощущаются и спать в них комфортно. Запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Также на корпусе есть одна механическая кнопка для перехода в меню, а зажатием можно перейти к экрану перезапуска или выключения устройства. Ход у кнопок хороший, но, как вы уже поняли, команды для быстрого перехода к тем же тренировкам отсутствуют. И переназначить стоковые команды нельзя. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,96 дюйма с разрешением 410 на 502 точки и плотностью пикселей в 332 ppi, что для смарт-часов хороший показатель. Олеофобное покрытие неплохое, дисплей имеет слегка закругленные края, рамка на борту. Но отмечу, что они не громадные, и ко всему подбородка нет. Все рамки одного размера. Частота обновления экрана заявлена 58 кадров в секунду, скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу удобно, но анимации мало. Шрифт читабельный, интерфейс выглядит минималистично, но при этом с выдержанным стилем. Сильных подлагиваний за время моего использования не встречал, а вот микрофризы изредка проскакивали. Автояркость на борту отсутствует.
отсутствует, и за это минус. Яркость до 600 нит, чего в целом достаточно. При прямом попадании света на экран яркости хватает, но большого запаса яркости нет. Автовыключение экрана максимум до 20 секунд, или можно включить автоматический режим. Функция «Постоянно включенный экран» настраивается до 20 минут, поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно и быстро. Always On Display работает в смарт-режиме или по расписанию, на борту есть 8 стилей AUDA, накрытие экрана ладонью для отключения дисплея работает корректно, но вот разбудить экран тапом нельзя. В меню есть тренировка, записи тренировок, измерение пульса, SPO2, активность, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, телефонная книга, в которой можно посмотреть последние вызовы, посмотреть избранные контакты и набрать номер. Далее в меню есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку на смарт-часы нельзя. Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки работает даже со стоковой камерой смартфона, за что плюс. Прогноз погоды отображается не совсем корректно, также есть дыхательные тренировки, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смартфоне, секундомер и таймер, но в фоновом режиме работает только секундомер. Будильник можно завести прямо со смарт-часов, фонарик и поиск телефона. В настройках на смарт-часах, кроме вышеперечисленного, есть настройка громкости, включение-выключение режима «Не беспокоить» и настройка силы вибрации. К слову, вибромотор тактильно очень приятный. В данной ценовой категории вибромотор у Nothing CMF Watch Pro я бы назвал самым лучшим, который я встречал. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, подключить внешние Bluetooth устройства возможности нет, как и нагрудный датчик. К Wi-Fi смарт-часы не подключаются, спортивных режимов более чем достаточно. Но отслеживания плавания нет, как и нет умного распознавания активности. Несмотря на это, данная модель оснащена GPS-позиционированием. Местоположение смарт-часы определяют до 8 секунд, пройденный маршрут строится с приличным отклонением. Но в целом навигационная система работает практически так же, как и у большинства смарт-часов с GPS. Но это не касается топов. Загружать маршруты на смарт-часы нельзя, как и пользоваться плеером во время тренировки. Настроек же для тренировок по минимуму, но они есть. И в фоновом режиме тренировка не работает. Далее, измерение пульса и измерение SPO2 и уровня стресса происходит в автоматическом режиме, а также можно измерять вручную. Пульс и SPO2 у воздуха часы не считывают, результат измерения здоровья корректный. Сон мониторят отлично, как и все фазы сна. Подробные графики измерения пульса и SPO2 можно посмотреть как на смарт-часах, так и в приложении на смартфоне. Но вот график сна полноценно на смарт-часах не отображается. Настроить работу измерения показателей здоровья можно только через приложение. Далее, звонить с часов можно, входящий вызов можно принять или сбросить. Микрофон отрабатывает хорошо, а динамик громкий. Уведомления приходят моментально, но текст на русском языке стал отображаться только через несколько месяцев после того, как обновили прошивку. Быстрых ответов для звонков или уведомлений нет, и отвечать каким-либо другим образом на уведомления нельзя. Емкость аккумулятора 340 мАч, полный цикл зарядки занял 2 часа, в интенсивном сценарии использования, со всем мониторингом здоровья, периодичными Bluetooth-звонками, но без включенного AODA они прожили у меня 5 суток. Время автономной работы хорошее, конечно же, его можно протянуть и до заявленных 13 суток, но в целом 5 суток тоже топ. Nothing CMF Watch Pro работает как с iOS устройствами, так и с Android. Приложение для подключения смарт-часов называется CMF Watch. Интерфейс удобный и интуитивно понятный. В приложении есть 4 основные вкладки, такие как вкладка с мониторингом здоровья, вкладка с тренировками, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной же странице со смарт-часами есть заряд аккумулятора в процентах, что удобно, магазин с циферблатами, которых там достаточно, но они однообразные, плюс за то, что можно установить любую фотографию на заставку. Далее в приложении есть стандартные настройки смарт-часов, включение напоминаний и обновление прошивки. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Минусы: нет автояркости, не отображается текст на русском языке, не отображаются смайлики, нет заготовок для быстрых ответов, таймер не работает в фоновом режиме, мало анимации, нельзя включить экран тапом. Не отображается полноценный график сна на смарт-часах, а также есть еще небольшие минусы, которые, как по мне, будут допиливаться с выходом новых моделей. И они, в принципе, и допиливаются в Pro 2 от CMF. Резюмирую, Nothing CMF Watch Pro, как по мне, хорошие смарт-часы, так как система работает корректно, все функции отрабатывают без проблем, уже больше года они на рынке, отзывов море, есть и негативные, но мы в уме держим ценник. Часы имеют интересный дизайн и выполнены из качественных материалов. Ко всему есть удобное фирменное приложение. Если умные часы брать, это точно не третий эшелон и не подвал. Это А-бренд с интересными часами, разумеется, с определенными недостатками. На 8-м месте красуется Honor Band 9. Поставляется Honor Band 9 с золотистой и черной расцветки корпуса. Ремешки, разумеется, доступны в разных вариантах расцветки. В комплекте мы имеем сам смарт-браслет со съемным ремешком, зарядное устройство с 2 пинами. Заряжать смарт-браслет в подвешенном состоянии можно без проблем. Последнее — это краткое руководство. Вес смарт-браслета 26,5 грамма, а габариты 28 на 43 на 10,2 мм. Ширина ремешка 17 мм. Внешне смарт-браслет выглядит очень даже хорошо. Сразу к плюсам отнесу слегка закругленные края у экрана, так как перемещаться по интерфейсу с подобным экраном очень даже удобно.
Корпус выполнен из пластика, средняя рамка глянцевая, а тыльная часть матовая, корпус марки, но отпечатки пальцев особо незаметны. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, что стандартный уже привычный ремешок силиконовый, с охватом запястья от 135 до 200 мм. Ремешок обыкновенный, и при этом он тактильно приятный. На мужской руке, как и на женской, смарт-браслет смотрится аккуратно, запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. При носке Honor Band 9 не ощущаются, спать в нем комфортно. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Кнопок здесь нет. Собрана модель хорошо, учитывая стоимость, летим дальше. С фронтальной у нас части находится AMOLED-дисплей на 1,57 дюйма с разрешением 256 на 402 пикселя. Плотность пикселей 302 ppi и частота обновления экрана в 60 Гц. Рамки не громадные, но вот подбородок заметный. Сам экран довольно качественный, он имеет насыщенную цветопередачу, четкую картинку и плавный скроллинг. По яркости экран выдает 645 люксов, что очень хорошо для смарт-браслета, но все же при прямом попадании солнечных лучей на экран разглядеть что-либо на нем будет непросто, но возможно. Терпимая яркость. Автоматическая регулировка яркости на борту отсутствует, но есть функция автоуменьшения яркости в указанное время. Интерфейс доступен на русском языке, время до отключения экрана максимум 20 секунд, чего маловато, как по мне. Также есть авторежим. Функцию постоянно включенный экран можно настроить до 20 минут, Always on Display на борту. Он имеет 5 стилей отображения, работает он по расписанию или в запланированном времени. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно и очень быстро. Разбудить экран можно, нажав на него, как и выключить его, накрыв ладонью. В меню есть музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки и регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне. Но загрузить музыку на смарт-браслет не получится, что неудивительно. Далее есть погода с подробным прогнозом, таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме. Будильник, который можно установить прямо со смарт-часов, фонарик и поиск телефона. Bluetooth-кнопки я не обнаружил, а в настройках помимо уже перечисленного есть настройка вибромотора, который, как по мне, слабенький, но не топорный. Настроить режим не беспокоить, установить пин-код, а также включить функцию автоматического определения активности некоторых видов спорта. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, тренировок на борту более чем достаточно, также есть отслеживание плаваний в бассейне, курсы для бега, записи тренировок, статус тренировок с отслеживанием усталости, VO2 Max и измерение спортивного возраста. Встроенного GPS нет и навигация происходит за счет GPS на смартфоне. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но на этом все. Далее браслет может измерять пульс, кислород в крови, мониторить сон и уровень стресса. Пульс у воздуха, как кислород в крови, смарт-браслет не измеряет, что хорошо. Пульс измеряется в ручном режиме или в авторежиме. SPO2 измеряется в авторежиме в состоянии покоя или вручную, как и измерение уровня стресса. Для измерения пульса, к слову, есть смарт-режим и отслеживание 24/7. В плане измерения показателей здоровья Honor Band 9 показал себя отлично. Разумеется, изредка проскакивали неверные показатели. В основном, к слову, это было во время активности. Сон мониторит браслет отлично, как и все фазы сна. Далее. Входящий звонок можно только сбросить, уведомления приходят моментально, на них отвечать нельзя. Смайлики не отображаются и быстрых ответов для звонков нет. Далее. Полный цикл зарядки занимает 55 минут. В обыкновенном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, 100% яркости с автоопределением активности, но без АОДа они прожили у меня 7 суток. За сутки уходит около 14-17% заряда. Далее. Приложение стандартное, а именно Honor Здоровье. В приложении есть 4 вкладки. Это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной странице со смарт-браслетом мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых не особо много, но хорошо, что можно установить любую фотографию на заставку. Далее можно воспользоваться стандартными настройками для смарт-браслета, а также включить функцию оповещения об отключении Bluetooth. Обновить прошивку в приложении также можно. Минусы: нет Bluetooth-кнопки для удаленной фотосъемки, на других Android-смартфонах не отображаются смайлики, нет быстрых ответов на звонки и заметный подбородок. Резюмируя, Honor Band 9 однозначно не лучше, чем новинки от Xiaomi или Huawei форм-фактора фитнес-браслетов. Но все равно данная модель достойна того, чтобы быть в топе, и может быть вообще у вас Smart Honor. На 7-м месте красуются умные часы Huawei Watch Fit 3, которые еще нужно умудриться приобрести до 5000, но вы можете в скидочных телеграм-каналах вбить название этой модели и увидеть, что плюс-минус те же деньги, 5,5 или 6, они продаются. Приобрести данную модель можно в черной, серебристой, розовой, серебристой с красными элементами дизайна и золотистой расцветки. В комплекте со смарт-часами мы имеем ремешок, зарядное устройство с 2 пинами и краткое руководство пользователя. Вес смарт-часов 49,2 грамма, габариты 39 на 43 на 11,4 мм. Внешне данная модель отличается от Watch Fit 2, теперь они больше походят на смарт-часы, а не на смарт-браслет. Поэтому можно считать их смарт-часами. Дизайн мне нравится, особенно в данной расцветке, но из-за сочетания цветов и формы они напоминают яблочные часы. Тыльная часть выполнена из глянцевого пластика, а средняя рама из алюминиевого сплава. Материал
материалы же тактильно приятные, сборка качественная, кнопки не имеют люфта. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, ремешок в этой расцветке силиконовый, довольно качественный. Охват запястья от 130 до 210 мм. Он имеет стандартную металлическую застежку и удобное крепление, но ремешки Swatch 2 на эту модель не подойдут. На мужской руке, как и на женской, смарт-часы смотрятся хорошо, при носке Fit 3 не ощущаются, спать в них комфортно, да и во время тренировок ремешок не натирает. Далее на корпусе расположили краткую информацию: динамик, микрофон, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту 9-осевой IMU, акселерометр, гироскоп и магнитометр, оптический датчик пульса и датчик освещенности. Также на корпусе есть одна поворотная кнопка и одна механическая кнопка. Кнопка колесика отвечает за переход в меню и возврат, переход во вкладку с недавно открытыми приложениями и переход во вкладку с выключением и перезагрузкой устройства. Многозадачность на борту, как вы уже поняли, за что однозначно плюс. Прокручивание данную кнопку можно перемещаться по интерфейсу, прокрутка сопровождается тактильно приятной вибрацией, но она слабенькая. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, а в настройках можно повесить переход к любому другому приложению. Летим дальше. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,82 дюйма с разрешением 480 на 408 пикселей. Плотность пикселей 347 ppi, система HarmonyOS, русский язык на борту, шрифт читабельный и не мелкий, рамки заметные, можно сказать, что они большие, но лично я к ним быстро привык. Экран прямой, минус за то, что есть пластиковая вставка по периметру экрана, как у дешевых смартфонов. В остальном картинка четкая и насыщенная. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу удобно. Максимально заявленная яркость 1500 нит, яркость по моим замерам 700 люксов, что довольно хорошо и в целом хватает для комфортного использования даже в солнечный день. Автоматическая регулировка яркости на борту, работает она быстро, время до отключения экрана максимум 20 секунд, также есть автоматический режим, время функции постоянно включенный экран максимум можно настроить до 20 минут, полноценный Always On Display на борту, и стиль AODA зависит от циферблата. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо и удобно, что можно выбрать, что будет загораться, AOD или циферблат. Включить экран тапом можно, как и выключить, накрыв ладонью. Далее, меню небольшое, в нем есть фонарик, погода с подробным прогнозом, поиск смартфона, компас, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Календарь с событиями, которые можно синхронизировать со смартфоном, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, настройки и музыкальный плеер. Через него можно регулировать громкость и переключать треки, воспроизведенные на смартфоне. Ко всему есть выделенная память в размере 1,5 гигабайт, а через приложение можно загружать музыку прямо на смарт-часы. В настройках помимо уже перечисленного есть возможность подключить Bluetooth-устройство, даже спортивные Bluetooth-аксессуары, к примеру, нагрудный датчик, Bluetooth-чип, к слову, версии 5.2, у меня модель без NFC, но считаю, что версия с NFC не актуальна для тех, кто проживает в России, ее никак не применить. Далее можно изменить стиль меню, установить пин-код, включить функцию для активации экрана в случае, когда приходят уведомления, функцию для отображения уведомлений, если смарт-часы надеты на запястье, а также настроить громкость динамика и вибрацию. Динамик звучит хорошо, ко всему довольно громко. Вибромотор, если не брать отклик для кнопки колесика, довольно мощный и приятный. Летим дальше. Huawei Watch Fit 3 поддерживает большое количество различных видов тренировок. Из полезного на борту есть отслеживание плавания, определение активности, озвучивание тренировок мужским голосом на русском языке, курсы и планы, АИ помощник, статус тренировок с нагрузкой, восстановлением и VO2 Max, разминка с анимацией и настройки для тренировок. Местоположение смарт-браслет определяет около 20 секунд, пройденный маршрут в городских условиях строится неплохо, но отклонение около 2-3 метров. На смарт-часах можно посмотреть маршрут, но только в миниатюре. Загружать маршруты на сами смарт-часы можно, как и импортировать свои маршруты, что тоже является большим плюсом. Шагомер отрабатывает некорректно, часто приплюсовываются шаги. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, воспользоваться навигацией, включить обратный маршрут или вернуться к исходной точке по прямой. В целом настроек для тренировок достаточно, за что плюс, но большой разницы в этом плане с Fit 2 я не заметил. Далее, Watch Fit 3 могут измерять пульс, измерять уровень стресса SPO2, мониторить сон с дыханием во время сна. Пульс измеряется в ручном режиме, в автоматическом режиме или в смарт-режиме. SPO2 и уровень стресса измеряются в автомате или в ручном режиме. Пульс, как и SPO2 у воздуха, смарт-часы не считывают. В плане корректности измерений все отлично. Погрешность встречается, но она минимальная. Сон, как и все фазы сна Watch Fit 3, мониторят хорошо. Удобно, что на смарт-часы приходят различные полезные уведомления. К примеру, уведомление с утра, в котором кратко расписано о качестве сна. Из полезного на борту есть мониторинг за активностью, приложение Клевер здоровья, приложение с рекомендацией потребления калорий с учетом активности, дыхательные тренировки, анализ пульсовой волны и аритмии. Графики на смарт-часах отображаются, плюс они довольно информативны. Для подробного ознакомления с результатами измерений можно зайти в приложение. Далее. Huawei Watch 3 поддерживают технологию Bluetooth вызовов, через них можно разговаривать. Ко всему удобно, но микрофон в шумной обстановке плохо улавливает голос
голос. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свой быстрый ответ. Через приложение можно добавить избранные контакты, уведомления приходят моментально, отвечать на них можно заготовками или смайликами. Иконки приложения отображаются как и смайлики. Далее, емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья они живут у меня 6-7 суток, что довольно хороший результат. Приложение стандартное для Huawei, а именно Huawei здоровье. В приложении есть 5 вкладок, вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, вкладка с подключенными устройствами, профиль и вкладка с советами для здорового образа жизни. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, любую фотографию установить возможность есть, как и воспользоваться персонализированными watchface'ами и кликабельными. Даже можно создать свой циферблат. Далее есть настройка мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, App Gallery с небольшим количеством приложений, что тоже неплохо. Можно установить игру, калькулятор, приложение для управления камерой смартфона, но только с этим приложением. Также в приложении есть настройка уведомлений, будильника, погоды и функция, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновления уже прилетали. Минусы: при низкой яркости на экране заметны артефакты в виде цветного шума, нет зарядки без пинов, нет диктофона, нельзя просто посмотреть календарь, нет барометра, нет датчика температуры, плохо работает шагомер, нет NFC, Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки недоступна на всех Android устройствах, нельзя свернуть тренировку для фоновой работы, и хоть и данная модель совместима с iOS и Android устройствами, для iOS есть ограничения, нельзя настроить уведомления от определенных приложений, нельзя отвечать на уведомления заготовленными ответами смайликами, нет встроенного магазина приложения App Gallery и нельзя загружать в стоке музыку на часы. Резюмирую, Huawei Watch Fit 3 лично, по моему мнению, хорошее носимое устройство. В плане носимых устройств Huawei в основном радует, и эта модель не исключение. На 6-м месте красуется Redmi Watch 4. Приобрести данную модель можно в серой и черной расцветке. К сожалению, других расцветок нет. Вместе со смарт-часами в комплекте мы имеем ремешок, документацию и зарядное устройство с 2 пинами. Вес устройства 48,5 грамма, а габариты 44 на 47,7 на 11,9 мм. Внешне по материалам и по сборке средняя рама выполнена из алюминиевого сплава, а тыльная часть из матового пластика. Водонепроницаемость 5 атмосфер, быстросъемный ремешок с обхватом запястья от 135 до 205 мм и фирменным креплением выполнен из TPU. Заменить его на любой другой ремешок со стандартным креплением, к сожалению, нельзя. С другой стороны, это фирменное крепление очень удобное. При носке Watch 4 не ощущаются, как и во время сна. Ремешок не натирает, а запястье под ним не потеет, что неудивительно, учитывая качество материалов. Далее на корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон и динамики. Из датчиков на борту датчик частоты сердечных сокращений с датчиком кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности и электронный компас. Также на правом торце можно заметить одну механическую кнопку, она отвечает за переход в меню или возврат. В окно с включением-выключением перезагрузка устройства, тройным нажатием можно совершать экстренный вызов по указанному номеру в приложении, а вот вызова голосового помощника MiAI нет, в отличие от китайской версии, но нам он особо и не нужен, так как поддержки русского языка нету. Повесить другую команду на кнопку нет возможности, что, конечно, совсем не радует, но хорошо, что у кнопки есть функция прокрутки для перемещения по меню и не только. Ко всему, прокручивание сопровождается тактильно приятной вибрацией. Летим дальше. Экран установлен хороший, а именно AMOLED LTPS дисплей на 1,97 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей, частотой обновления экрана от 5 до 60 Гц. 5 Гц это для AODA. Always On Display может работать в смарт-режиме или по расписанию. Стиль AODA зависит от циферблата, если, конечно же, циферблат имеет свой стиль AODA. А также в настройках есть 5 готовых стилей AODA, и некоторые из них можно слегка персонализировать под себя. Очень удобно то, что экран плоский, рамки не громадные, но, конечно, их могли бы сделать слегка меньше. Шрифт читабельный, перевод корректный. Система за время моего использования сильно не подвисала, да и в целом она работает быстро и без каких-то проблем. Далее, по моим замерам, яркость экрана 830 люксов, как и в китайской версии. Данной яркости достаточно, но хотелось бы хотя бы яркость в 1000 люксов. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она неплохо. Время до отключения экрана максимум 60 секунд. При повороте запястья экран включается практически моментально, и удобно, что при включении AODA можно выбрать, что будет загораться при повороте запястья, AOD или циферблат. Включить экран можно тапом или выключить, накрыв его ладонью. Что касается меню, то в нем есть погода с подробной информацией, календарь, заметки, события, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер, таймер, но в фоне может работать только таймер, помодоро трекер, мировое время, компас, поиск смартфона, набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение до 10 штук, чего, как по мне, мало, так как некоторые смарт-часы предлагают возможность полностью синхронизировать контакты.
Далее в меню из полезного есть плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, но загружать на сами смарт-часы музыку возможности нет. Также есть кнопка для удаленной съемки с таймером 3 и 5 секунд. Работает она хорошо, но это в паре со смартфоном Redmi. Со смартфонами других брендов могут быть проблемы. Тренировок же на борту более чем достаточно. Есть отслеживание плавания, автоматическое определение активности, информация о состоянии после тренировки, шаблоны для бега с различной интенсивностью тренировки, активность, интервальная тренировка, разминка перед тренировкой, метроном, AI-Pacer и не только. Огромный плюс за наличие встроенного GNSS. Местоположение смарт-часы определяют около 7 секунд, карты строятся с небольшой погрешностью в пределах нормы. Шаги измеряются корректно. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но тренировка не может работать в фоновом режиме. Далее измерение пульса может работать в смарт-режиме или на автоматическом режиме с периодичностью 1, 10 и 30 минут. Измерение SPO2 и мониторинг уровня стресса также могут работать в автоматическом режиме, но, разумеется, все эти показатели можно измерять вручную. Пульс у воздуха, как кислород в крови, смарт-часы не считывают. Удобно, что настроить работу мониторинга за здоровьем можно даже со смарт-часов, а не только в приложении или на смартфоне. На смарт-часах также отображаются довольно информативные графики, не просто для вида. Результат измерения данных показателей в целом корректный, как, к слову, и результаты мониторинга сна. Из полезного на борту есть напоминание о активности, дыхательные тренировки и витальность с учетом активности на протяжении 7 дней. Летим дальше. Операционная система HyperOS, она закрытая, сторонние приложения не установить, Bluetooth-версия 5.3. В плане стабильности связи все в порядке, но вот подключить к смарт-часам нагрудный датчик, как и беспроводные наушники, нельзя. Поддержки Wi-Fi, eSIM и NFC нет, но вот в китайской версии есть NFC, но он не для банковских карт, а для транспортных или для умных замков. Далее, разговаривать через смарт-часы удобно, отвечать на звонки быстрыми уведомлениями можно, ко всему можно создать свои заготовки для ответов. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются, а вот смайлики нет. Силу вибрации можно настроить и даже создать свою кастомную вибрацию, но, как по мне, могли бы установить более приятный вибромотор. Микрофон отрабатывает хорошо, как в целом и динамик, звук качественный, динамик достаточно громкий. Далее, емкость аккумулятора 470 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования с включенным АОДом и с автоматической регулировкой яркости 8-9 суток, как и в китайской версии. Все плюс-минус одинаково. Результат топовый, не иначе. Далее, подключается Redmi Watch 4 Global к приложению Mi Fitness с регионом Россия. В приложении есть 4 вкладки: здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, есть персонализированные циферблаты, динамические, кликабельные, а также можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть настройка режима сна, синхронизация режимов не беспокоить, поиск устройства, функция разблокировки смартфона с помощью смарт-часов, стандартные настройки, обновление прошивки. Мне обновление уже прилетало, если сравнивать с китайской версией на стартовой прошивке, то изменения ощущаются в корректности работы системы, в расходе заряда аккумулятора, так как он стал более стабильный. Но в остальном остальные минусы так и остались. Минусы: не отображаются смайлики, нет возможности отвечать на уведомления, нет калькулятора, нет возможности подключать наушники, нет возможности загружать музыку на смарт-часы, плохой вибромотор, рамки у экрана могли бы быть поменьше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Плюс сейчас еще и распродажа идет. 11.11. Там вообще за 30 900 обещали Xiaomi 14T, Poco F6 по 26, за 18 Poco X6 Pro и вообще много всего веселого. Приходите. Резюмирую. Плюс от меня, что на данный момент регулярно прилетают обновления. Да, они не являются новинкой, но по функционалу куда лучше, чем новинка от Redmi с приставкой Active, по мне. На 5-м месте моего топа Xiaomi Smart Band 8 Pro. И они тоже были в топе 10 умных часов до 10 тысяч рублей. Почему? Потому что это нормальный бренд и потому что этот браслет очень сильно похож на часы. В комплекте мы имеем сам фитнес-браслет, руководство, ремешок, магнитное зарядное устройство с 2 пинами. К слову, Mi Band 9 Pro уже вышел, но он пока только в китайской версии, вроде бы. Еще не обозревал. Вес 38,6 грамма, а габариты 33 на 16 на 11,5 мм. Приобрести Xiaomi Smart Band 8 Pro можно в черной и серебристой расцветке. Внешне глобальная версия от китайской не отличается. Лично мне, как по дизайну, что у обыкновенной восьмерки, что у Pro версии, действительно отлично все, как для смарт-браслетов. Корпус выполнен из пластика с глянцевым довольно марким покрытием, но отпечатки пальцев на корпусе практически незаметны. Водонепроницаемость у модели класса 5 атмосфер, ремешок выполнен из TPU, тактильно он приятный, дискомфорта не доставляет. Охват запястья от 135 до 205 мм. Застежка удобная и надежная, браслет с запястья не слетает даже при занятии спортом. Крепление ремешка обновленные, куда удобнее, чем в прошлой модели. При носке же Smart Band 8 Pro не ощущаются, спать в них комфортно, ремешок не натирает, запястье под ремешком не потеет.
На корпусе же расположили надпись Xiaomi, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. В принципе, на этом все. Здесь у нас установлен AMOLED-дисплей на 1,74 дюйма с разрешением 480 на 336 пикселей и частотой обновления экрана до 60 Гц. Система работает по мне отлично, никаких сильных подвисаний или фризов я не наблюдал. Интерфейс, разумеется, доступен на русском языке, шрифт хорошо читабельный, да и перевод корректный. Плотность пикселей 336 ppi, автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она корректно и шустро. Время до отключения экрана можно настроить максимум до 60 секунд, яркость до 880 люксов по моим замерам. При прямом попадании света на экран яркости хватает, за что плюс. Но не с включенным AOD, так как AOD не яркий. Полноценный Always On Display работает в смарт-режиме или по расписанию. Его стиль зависит от установленного циферблата, а также есть несколько предустановленных стилей AOD, которые можно слегка персонализировать. При повороте запястья с включенным AOD экран загорается, и данная функция активации экрана срабатывает довольно быстро. Далее, функция «Экран всегда включен» можно настроить максимум до 20 минут. Отмечу, что есть функция для выключения экрана накрытием ладонью, что удобно, функция включения экрана тапом, установка паролей и режим «Не беспокоить». В меню есть все необходимое: активность, измерение пульса, кислорода в крови, уровня стресса, мониторинг сна, оценка витальности, тренировки, журнал тренировок, погода с подробным прогнозом, календарь, будильник, который можно установить прямо со смарт-браслета, фонарик, женское здоровье, дыхательные тренировки, приложение для фокусировки, поиск смартфона, события, мировое время, Bluetooth-кнопку для удаленной фотосъемки с таймером, которая работает не со всеми Android-устройствами, к слову. Фонарик с 2 режимами: секундомер и таймер, но в фоновом режиме может работать только секундомер. Может быть, что-то еще добавили сейчас, можете написать, если у вас на руках часы. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, предоставили музыкальный плеер. В китайской версии были предустановлены приложения, заточенные под Китай. В глобальной версии, разумеется, их вырезали, как и некоторые функционал. Далее, Bluetooth версии 5.3, NFC нет, исходя из этого нет приложения Cards, и, как в китайской версии, нет возможности завести ключ от домофона. Тренировок на борту более чем достаточно, ко всему есть отслеживание плавания, автоматическое определение активности, курсы бега, анимация во время некоторых тренировок и небольшое количество настроек для тренировок. GPS-навигация отрабатывает плохо, да, местоположение определяется около 10 секунд, но маршрут строится плохо, и отклонение в маршруте заметное. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но вот свернуть ее для работы в фоновом режиме невозможно, что тоже неудивительно. Далее, измерение пульса работает в смарт-режиме или в постоянном с периодичностью минимум в 1 минуту. SPO2 работает в перманентном режиме. Также есть круглосуточный мониторинг уровня стресса, который можно измерять вручную, как и остальные показатели. В плане мониторинга за показателями здоровья Xiaomi Smart Band 8 Pro показал себя хорошо. Я бы даже сказал, если сравнивать с тем, как отрабатывает китайская версия на своей прошивке в глобальной версии, мониторинг стал заметно корректнее. Опять же, разница не между 2 версиями, а между старой и новой прошивкой. По мониторингу сна в целом все так же хорошо. Далее, входящий вызов можно только сбросить или ответить на него, воспользовавшись заготовками. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, и быстрых ответов не завезли, к сожалению. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики не отображаются. Вибромотор тактильно приятный, но я бы не назвал его топовым. Хорошо, что можно выбрать силу вибрации или создать свою кастомную через приложение. Летим дальше. Емкость аккумулятора 289 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, но без включенного AOD, их хватает на 7 суток. Режим энергосбережения у браслета есть. К приложению Mi Fitness Xiaomi Smart Band 8 Pro подключились без проблем, и, разумеется, с регионом Россия в приложении. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета есть магазин циферблатов, к примеру, есть динамические персонализированные циферблаты, многофункциональные, и любую фотографию на заставку установить можно. Также есть настройка мониторинга здоровья, настройка напоминаний, приложений и стандартные настройки для устройства. Обновить же прошивку в приложении можно. Минусы: нет возможности отвечать на уведомления хотя бы заготовками, не отображаются смайлики, а также к минусам отнесут цену не во время распродаж. Хотя, опять же, если порыскать на том же Авито и на многих маркетплейсах, они стабильно где-то выгодно стоят. Резюмирую. Xiaomi Smart Band 8 Pro крутой браслет-смарт-часы, но лично я бы покупал просто 8, так как Pro-версия это плюс-минус то же самое, только больше экран, а цена заметно выше. Плюс есть еще и 9, а 9 еще круче. Несмотря на это, модель имеет топовый дизайн для фитнес-браслета-умных часов, топовые материалы, топовый экран, хороший функционал и неплохое время автономной работы. На 4 месте красуется Xiaomi Smart Band 9. И да, он прям нереально крутой, если у вас получится его в распродажу, как там обещают, за 1700 рублей глобалку купить. Повторяюсь, смотрите в ТГ скидок. Нужно бежать, не смотреть топ и покупать. Поставляется Smart
Smart Band 9 в черной, серебристой, голубой, розовой расцветке корпуса. Ремешков на выбор большое количество, и смотря рекламу, складывается ощущение, что Xiaomi продают не смарт-браслет, а украшение. Плюс он еще и в керамике есть. В комплекте мы имеем сам фитнес-браслет, руководство пользователя, ремешок и магнитное зарядное устройство с 2 пинами. Зарядка, к слову, подходит и от 8-го бенда, как и наоборот. Вес без ремешка 15,8 грамма, габариты 21,7 на 46,5 на 11,7 мм. Крепление ремешков также удобное, как и в прошлой линейке бендов. И все так же Xiaomi Smart Band 9 Global можно носить не только на руке, но и как подвесной кулон на шее с включенным специальным режимом на шее или на кроссовках с режимом капсула. Но для этого необходимо докупать специальные крепления, и каждый режим заточен под определенный сценарий использования. Средняя рама капсулы выполнена из алюминия и полуматового покрытия, а тыльная часть все так же из матового пластика. В продаже можно встретить еще версию из керамики, водонепроницаемость класса 5 атмосфер, стандартный ремешок выполнен из TPU, ремешок качественный и дискомфорта не доставляет. При носке Smart Band 9 не ощущаются, как и во время сна. За это мне и нравится этот смарт-браслет. На корпусе расположили надпись Xiaomi, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений и датчик внешней освещенности. Летим дальше. Экран установлен диагональю 1,62 дюйма, AMOLED с разрешением 192 на 490 пикселей. Яркость по заявлению производителя до 1200 нит. По моим замерам в режиме фонарика 850 люксов, а в системе показывает 730 люксов. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстрее и корректнее, чем в прошлой версии. Яркости достаточно даже при попадании света на экран. Экран слегка ярче, чем в 8, но не намного. Частота обновления экрана 60 Гц, скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу очень удобно. Ко всему, сенсорный отклик у экрана отличный. Система HyperOS работает быстро, и в плане возможностей и корректности работа бендов от Xiaomi уделывает большинство смарт-часов в этой ценовой категории. Ко всему, в отличие от Band 8, эта модель из коробки работает плавно и шустро. Там нужно было ждать обнов. Интерфейс доступен на русском языке с хорошим и не тонким шрифтом, но перевод не совсем корректный. Рамки и подбородок все так же на борту. Время до отключения экрана максимум 5 минут. Функция «Постоянно включенный экран» настраивается до 20 минут. Также есть полноценный Always On Display с автоматическим режимом и режимом по расписанию. Стиль AOD зависит от установленного циферблата. Яркости экрану с включенным AOD по-прежнему не хватает. С включенным AOD включение экрана и при поднятии запястья срабатывает без нареканий и без включенного AOD. Ко всему, данную функцию можно настроить. Функции для выключения экрана накрытием отрабатывает корректно. Также можно поменять нажатие на свайп, чтобы не было ложных срабатываний. Пароль на Smart Band 9 установить можно. Ко всему есть режим сон и режим не беспокоить. Далее в меню есть погода с подробным прогнозом, календарь событий, синхронизацией, задачи, которые можно добавить через приложение, секундомер и таймер. Далее есть музыкальный плеер для регулировки громкости и управления воспроизведенной музыкой на смартфоне, поиск смартфона, будильник, который можно установить прямо с браслета, мировое время, кнопка для включения-выключения звука на смартфоне, фонарик, Bluetooth, кнопка для удаленной фотосъемки и приложение для фокусировки внимания. В настройках помимо перечисленного можно настроить силу вибрации. К слову, установлен линейный вибромотор с довольно мощной и приятной вибрацией, которая отличается от вибрации Band 8. Также можно включить режим энергосбережения, оптимизировать расход энергии, настроить вспомогательные функции для уведомлений и воспользоваться стандартными настройками. Далее, Bluetooth версии 5.4, NFC в глобальной версии нету, тренировок на борту более чем достаточно. Отслеживание плавания на борту, как и автоматическое определение активности. Статистика, активность, вкладка с бегом с различными шаблонами для бега, к примеру, бег на выносливость, бег на сжигание жира и так далее. Вкладка состояние, где отображается тренировочная нагрузка, VO2 Max и восстановление. А вот интерактивных режимов в глобальной версии приложения Mi Fitness отсутствует. Встроенного GPS стандартно тоже не завезли. Навигация происходит за счет GPS на смартфоне. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. Удобно, что есть настройки для тренировок. К примеру, для бега есть возможность выбрать интервальную тренировку, настроить напоминания, автоматическую паузу, включить Pacers, AI и так далее. По мониторингу показателей здоровья смарт-браслет может измерять пульс, SPO2, мониторить сон, уровень стресса. Также есть витальность, дыхательные тренировки, женское здоровье, но вот аритмию на данный момент браслет не показывает. Пульс измеряется в авторежиме и авторежим с интервалом в 1, 10 и 30 минут. SPO2 работают в перманентном режиме, как и мониторинг уровня стресса. Вручную измерять данные показатели также можно. Графики на браслете отображаются, ко всему данный функционал можно настроить прямо с него, что очень удобно. Band 9 по сравнению с 8 версией пульс измеряет слегка быстрее и точнее, ко всему по всем измерениям есть заметное улучшение в точности. Но я заметил, что в графике сна на браслете
браслете есть определенная иконка, которая на данный момент отображается неверно. По моему мнению, хорошо измеряется пульс с учетом оптического датчика. Конечно, если вам необходимы точные данные, то покупать лучше смарт-часы, которым можно подкидывать нагрудные датчики. В остальном для общей сводки Band 9 подойдут. Погрешность есть, но незначительная, что, к слову, касается и шагомера. Далее, входящий звонок можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами, уведомления приходят моментально, иконки приложения отображаются, как и смайлики, емкость аккумулятора больше, чем в прошлой модели, у Band 9 уже 233 мАч. Полный цикл занимает всего 1 час, по моим тестам в обыкновенном сценарии использования с Always On Display они живут около 7 суток, что значительно больше, чем в прошлой модели. В приложении Mi Fitness есть 4 вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета, помимо перечисленного мной, есть ранее магазин с циферблатами, есть циферблаты для режима подвески, персонализированные циферблаты, многофункциональные циферблаты, игры, персонализированные кликабельные циферблаты, любую фотографию на заставку установить можно. Также есть настройка мониторинга здоровья и стандартные настройки для устройства и обновления прошивки, и мне обновления уже прилетали. Минусы: заметные рамки у экрана и наличие подбородка, нет возможности отвечать на уведомления хотя бы заготовками, в глобальной версии нет интерактивных режимов, экран имеет хорошую защиту, но все же при неаккуратном использовании на нем быстро появляются потертости и царапины. Есть некоторые проблемы с мониторингом показателей здоровья, а также для кого-то будет минусом то, что смарт-браслет работает на системе HyperOS. Резюмирую, Xiaomi Smart Band 9 Global — это допиленная версия Smart Band 8. Мне данный браслет очень понравился, корректность работы, материалы, автономность. Но на третьем месте Huawei Band 9, потому что по мне он по отслеживанию всего и вся чуточку везде лучше. Поставляется Huawei Band 9 в черной, серой, розовой и золотистой расцветке корпуса. В комплекте мы имеем сам смарт-браслет со съемным ремешком, зарядное устройство с 2 пинами, заряжать смарт-браслет в подвешенном состоянии можно без проблем. Последнее — это краткое руководство. Весит смарт-браслет со стоковым ремешком 17,2 грамма. Данная модель куда легче, чем Honor Band 9, а габариты 25 на 47 на 9,6 мм. Ширина ремешка 15 мм. Ремешки также доступны в разных расцветках и исполнениях. К примеру, у меня нейлоновый ремешок на липучке, а есть желтый ремешок с отверстиями и другие. Дизайн браслета лично мне импонирует больше, чем дизайн Honor Band 9, так как у Huawei он получился более компактный и легкий. Корпус выполнен из матового пластика, корпус не марки и сборка неплохая. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер. Ремешок я, как уже говорил, нейлоновый, с обхватом запястья от 130 до 210 мм. Застежка на липучке, что довольно удобно. На мужской руке, как и на женской, смарт-браслет выглядит отлично. Запястье под ремешком не потеет, ремешок не натирает. При носке Huawei Band 9 не ощущаются, спать в нем комфортно. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья, а также одну механическую кнопку. Она отвечает за переход в меню, а зажатием можно перейти во вкладку с включением и перезагрузкой устройства. На борту по датчикам есть 9-осевой IMU датчик, акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик пульса и датчик освещенности. Летим дальше. С фронтальной части находится слегка закругленный AMOLED-дисплей на 1,47 дюйма с разрешением 194 на 368 пикселей, плотность пикселей 282 ppi, боковые рамки не громадные, что не сказать про верхнюю и подбородок. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт хороший, как и перевод, но кому-то размер шрифта может показаться маловатым. Цветопередача отличная, картинка насыщенная и четкая, но скроллинг неплавный, так как изредка заметны подвисания. Ко всему, перемещаться по интерфейсу не сказал бы, что удобно, так как сенсорный отклик иногда не срабатывает должным образом. По яркости экран выдает 550 люксов, что меньше, чем у Honor Band 9, но при этом яркости в целом достаточно, даже во время использования на улице и в солнечный день. Автоматическая регулировка яркости на борту, и отрабатывает она отлично, время до отключения экрана максимум 20 секунд, чего лично мне недостаточно. Функция «Постоянно включенный экран» настраивается до 20 минут. Always on Display на борту, но не работает постоянно, так как через 5 секунд экран полностью гаснет, а иногда он не гаснет долгое время, что странно. Стиль AODA зависит от циферблата, активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, ко всему можно выбрать, что будет загораться, циферблат или AOD. Разбудить экран тапом, как и выключить его ладонью, можно. Меню сортировать также можно, что удобно прямо через меню на браслете. В меню есть музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки и регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне. Но загрузить музыку на сам смарт-браслет не получится. Далее есть погода с подробным прогнозом, фазами луны, восходом и закатом солнца, приливами и отливами. Календарь событий, который можно синхронизировать с календарем на смартфоне, таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме. Будильник, который можно установить прямо со смарт-браслета, фонарик и поиск телефона. Bluetooth-кнопки я не обнаружил, в паре со смартфоном не от Huawei, а в настройках помимо уже перечисленного есть настройка вибромоделя,
мотора, который достаточно мощный и не топорный, настроить режим «Не беспокоить», режим сна с автоматическим переходом в этот режим или в установленное время. Также можно установить пин-код, включить функцию, при которой уведомления будут отображаться только когда смарт-браслет надет на запястье, и включить функцию автоматического определения некоторых видов активности. Летим дальше. Операционная система HyperOS версии 3.1, Bluetooth версии 5.0, за что минус. Тренировок на борту более чем достаточно. Есть отслеживание плавания в бассейне, записи тренировок, статус тренировки с отслеживанием усталости и VO2 Max. Настроек тренировок немного, но они, главное, есть. К сожалению, включить тренировку в фоновом режиме нельзя. Встроенного GPS также нет, и навигация происходит за счет GPS на смартфоне. Шагомер у меня отрабатывает неплохо, погрешность приемлемая, но в общественном транспорте, к примеру, в автобусе, он изредка считал шаги, а также бывало, что приплюсовывал 10 шагов к сотке. Еще один неприятный момент заключается в том, что смарт-браслет перегревается на улице, если включена тренировка. Во всяком случае, при старте продаж так было. Об этом нам говорит уведомление о перегреве. Далее, браслет умеет измерять пульс, кислород в крови, уровень стресса, мониторить сон с частотой дыхания, анализировать пульсовую волну и аритмию. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, смарт-браслет не измеряет. Пульс измеряется в ручном режиме или в авторежиме, как и SPO2 и измерение уровня стресса. Претензий к корректности измерений лично у меня нет, так как даже во время активности, к примеру, на тренировке, результаты измерений достаточно верные. Сон мониторит смарт-браслет отлично, как и все фазы сна. Графики можно посмотреть на самом смарт-браслете. Далее, уведомления приходят моментально, отвечать на них можно быстрыми заготовками или смайлами, но почему-то смайлики в уведомлении не отображаются, а вот иконки приложений отображаются. Уведомления также могут приходить о входящем звонке, о заряде батареи, о слишком низком и высоком пульсе и об отключении Bluetooth. Входящий звонок можно сбросить или на него можно ответить заготовкой, что удобно. Быстрые заготовки можно редактировать в приложении на смартфоне. Далее. Емкость аккумулятора 180 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше 1 часа, что довольно быстро. В обыкновенном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, с функцией автоматической регулировки яркости, с автоопределением активности, но без АОДа, за сутки они требуют около 12% заряда. 100% заряда хватает на 7-8 суток, что довольно хороший результат. Далее, смарт-браслет совместим с Android и iOS системами. Подключается данная модель к приложению Huawei Здоровье. В приложении есть 5 вкладок. Это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок, где есть разные курсы, и даже можно создать план бега с ИИ. Далее есть вкладка с полезными советами для поддержания здорового образа жизни, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной странице со смарт-браслетом мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых в целом достаточно, но большинство из них не особо интересные. Круто, что есть кликабельные циферблаты, персонализированные циферблаты, а также можно установить любую фотографию на заставку. Далее можно воспользоваться настройками мониторинга показателей здоровья, настройками уведомлений, будильника, отчета о погоде, настройка быстрых ответов, поиск устройства, включение функции уведомления об отключении Bluetooth и стандартные настройки смарт-браслета. Обновить прошивку в приложении можно, а мне обновление уже прилетало. Минусы: во время тренировки на улице летом часто выскакивало уведомление о перегреве при старте продаж, старая версия Bluetooth, нет встроенного GPS, нет Bluetooth-кнопки для удаленной фотосъемки на других Android-смартфонах, не отображаются смайлики, заметный подбородок и верхняя рамка, плохой сенсорный отклик экрана, но по сумме факторов он не по мне лучше все-таки, чем Xiaomi Band 9. Ну, если Xiaomi вы не урвете за 1700 на сейле. Если урвете Xiaomi за 1700, то он лучше по цене и качеству. Резюмирую, Huawei Band 9 отличный фитнес-браслет с хорошим ПО. Экран только бы получше установили, к примеру, как у Honor Band 9. На втором месте красуется CMF Watch Pro 2. Эта модель у меня была номер 1 в топе умных часов до 10 тысяч рублей. Ее реально купить и до 5 во время распродаж. И да, у нее просто тоже хватает недостатков. Читайте комментарии под обзорами, но они специфичные, я считаю. Приобрести данную модель можно в серой и черной расцветке, но также можно купить версию с закругленным безелем, как у меня на обзоре, или с плоским. В комплекте мы имеем краткое руководство, сами смарт-часы, кожаный ремешок, магнитное зарядное устройство с 2 пинами, вес смарт-часов со стоковым ремешком 43 грамма, габариты 45 на 53 на 13 мм и 47,6 мм вместе с кнопкой. Ширина ремешка 22 мм. Из особенностей дизайна это сменный безель, можно без проблем менять безели, но на данный момент я нашел в продаже только 2 вида безеля, а также подобный функционал мы уже встречали в смарт-часах от других производителей. Корпус смарт-часов, как и безель, выполнен из алюминиевого сплава,
Тыльная часть модели выполнена из матового пластика, водонепроницаемость не 5 атмосфер, а по стандарту IP68. Внешне Watch Pro 2 мне понравились. Дизайн простой, но привлекательный. Ремешок пару дней кажется очень топорным, но после нескольких дней использования он становится более приятным и комфортным. Крепление ремешка стандартное, так что стоковый ремешок можно заменить на любой другой ремешок шириной 22 мм. Застежка классическая, выполнена из металла. При носке смарт-часы не ощущаются. Эргономика модели хорошая, запястье под ремешком не потеет, и ремешок не натирает. Далее, на корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья, такие как акселерометр, датчик внешней освещенности, датчик частоты сердечных сокращений SPO2. Также на корпусе есть механическая кнопка колесика для перехода в меню, а зажатием можно перейти к экрану перезапуска или выключения устройства. Ход у кнопки хороший, щелчок при нажатии кнопки глуховатый, но у кнопки есть небольшой люфт. Функция прокрутки реализована отлично, можно без проблем перемещаться по интерфейсу. Ко всему, прокрутка сопровождается приятной вибрацией. Вибромотор неплохой, но только на средней силе, так как на максимальной он кажется очень топорным и дешевым. Летим дальше. Оснащены часы AMOLED-дисплеем на 1,32 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей и плотностью пикселей в 353 ppi, что хорошо. Рамка в наличии, и как по мне, можно было бы полноценно ее спрятать за безелем. Экран прямой, частота обновления экрана заявлена 60 Гц, скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу по системе очень удобно. Яркость по моим замерам 695 люксов в режиме фонарика, а с циферблатом с белым фоном экран выдает 580 люксов, что тоже хорошо. Пользоваться смарт-часами в солнечный день можно, но запаса яркости нет. Автоматическая регулировка яркости есть и работает она отлично. Система доступна на русском языке, шрифт читабельный. Вспоминаем, что у них в первых часах даже кириллицы в сообщениях не было, а потом ее догрузили только. То есть пилит еще прошивку. Интерфейс выглядит минималистично и удобно, но вот перевод местами некорректный. Автовыключение экрана максимум до 20 секунд, чего, как по мне, маловато. Функцию постоянно включенный экран можно настроить до 20 минут. Технология Always On Display в наличии, работает в умном режиме или по расписанию. На борту есть 10 стилей AODA, но вот циферблатов со своим стилем AODA я не нашел. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает быстро и корректно. Накрытие экрана ладонью для отключения дисплея на борту, как и функция для включения экрана двойным тапом. В меню есть мировое время, напоминания, которые добавляются через приложение. Телефонная книга с избранными контактами, которых можно добавить до 30 штук. Набор номера, недавние вызовы, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смарте. Но загрузить музыку на смарт-часы нельзя. Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки, которая работает даже со стоковым приложением камера на смартфоне, за что плюс. Далее есть погода, дыхательные тренировки, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне. Секундомер и таймер, но в фоновом режиме работает только секундомер. Будильник можно завести прямо со смарт-часов, калькулятор, календарь, фонарик и поиск телефона. В настройках на смарт-часах, кроме вышеперечисленного, есть настройка громкости, включение-выключение жестов управления, которые можно настроить под себя. Работают они неплохо и удобно, что можно повесить на жест команду для перехода к тренировкам, к примеру. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 это уже неплохо, хотя последний у нас 5.4. Могли бы посвежее сюда запихать. Подключить внешнее Bluetooth устройство возможности нет, как и нагрудный датчик. Wi-Fi смарт-часы не подключаются. В плане спортивных функций смарт-часы поддерживают около 120 видов режимов, функция автоматического распознавания активности, некоторые настройки для тренировок, разминка перед тренировкой. Удобно, что есть свободная тренировка, но вот отслеживания плавания нет. Также смарт-часы используют такие спутниковые системы, как GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и Beidou. Местоположение смарт-часы определяют до 10 секунд, пройденный маршрут строится с заметным отклонением, но при этом не хуже, чем у остальных смарт-часов в этой ценовой категории, с GPS-навигацией. Загружать маршруты на смарт-часы нельзя, тренировка не может работать в фоновом режиме, но во время тренировки можно пользоваться плеером. Далее, измерение пульса, измерение SPO2 и уровня стресса происходит в автоматическом режиме, а также можно измерять его вручную. Сон, на мое удивление, смарт-часы изредка не считывали, за что минус. Сон, к слову, измеряется со всеми фазами сна и даже с дневным сном. Ко всему, мне не понравилось, как смарт-часы измеряют пульс и делают сводку после тренировок. Также есть возможность посмотреть тренировочную нагрузку, активность за 7 дней, женское здоровье и воспользоваться дыхательными тренировками. Настроить работу измерения показателей здоровья можно только через приложение. Далее, звонить с часов возможность есть, входящий вызов можно принять или сбросить. Микрофон показал себя отлично, как и динамик. Уведомления приходят моментально, иконки приложения отображаются, а вот смайлики неполноценно. В приложении есть уже готовые быстрые ответы на уведомления и звонки, но также можно создать свои быстрые ответы. При этом клавиатуры на смарт-часах нет. Также не отображается фото и тому подобное, что неудивительно. Далее, емкость аккумулятора 305 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 50 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, периодичными Bluetooth звонками, но без включенного AODA составляет 7
суток, что довольно хороший результат. CMF Watch Pro 2 работают как с iOS устройствами, так и с Android. Приложение для подключения часов называется CMF Watch. Приложение доступно на русском языке. В приложении есть 4 основные вкладки, такие как вкладка со всем мониторингом здоровья, вкладка с тренировками, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной странице со смарт-часами есть заряд аккумулятора в процентах, что удобно, магазин с циферблатами, которых не особо много, есть функциональные, персонализированные, динамические, но вот установить любую фотографию на заставку нельзя. Плюс нет кликабельных циферблатов. Далее в приложении есть стандартные настройки смарт-часов и включение напоминания о необходимости попить или размяться. Минусы: нет отслеживания плавания, вибромотор мог бы быть поприятнее, не отображаются полноценно смайлики, таймер не работает в фоновом режиме, не отображается полноценно график сна на смарт-часах. Некорректно измеряются некоторые показатели здоровья, и они плохо мониторят сон. Резюмируя, CMF Watch Pro 2, учитывая стоимость и функционал, достойно по мне данного места. Ну а на первом месте Realme Watch S2 по дроповым ценам. Я не знаю, как они умудряются продавать по цене браслета во время сейлов, но они реально в 3 раза дешевле его продают, наверное, только чтобы с носимыми гаджетами у них как-то наладилось с продажами. Так же, как, кстати, наушники Realme Buds Air 6 или Air 6 Pro просто по цене коробки иногда продают. Молодцы Realme. Еще бы так со смартфонами делали, со слабыми процессорами и наличием просто телевика. Приобрести модель можно в черной, серой и серебряной расцветке. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, зарядное устройство с 2 пинами и краткое руководство. Весят смарт-часы 60 граммов, а габариты 46 на 53 на 12,5 мм. Ширина же ремешка 22 мм. Внешние смарт-часы выглядят привлекательно. Средняя рама выполнена из нержавеющей стали, а тыльная часть из матового пластика. Качество материалов отличное. Плюс смарт-часы имеют водонепроницаемость по стандарту IP68, ремешок быстросъемный с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Ремешок тактильно приятный, при носке смарт-часы практически не ощущаются, да и спать в них комфортно. Запястье под ремешком особо не потеет, и ремешок не натирает. Далее на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон, динамик, 2 механические кнопки и датчики для мониторинга показателей здоровья. Кнопки имеют люфт, по командам верхняя отвечает за переход в меню и возврат, нижняя за переход к тренировкам. Переназначить команды возможности нет, за что минус, как и за то, что верхняя кнопка не оснащена системой прокрутки. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Плотность пикселей 326 ppi, частота обновления экрана 60 Гц и соотношение экрана к корпусу 72%. Экран действительно хороший, но рамки все же на борту, хоть и средних размеров. Яркость по моим замерам 680 люксов, чего в целом достаточно для использования, но запаса яркости нет. Функции автоматической регулировки яркости также не завезли, но можно включить режим ночной яркости с запланированным временем работы. Технология Always On Display простенькая и имеет 5 предустановленных стилей. Работает АО только по расписанию. Автовыключение экрана максимум до 20 секунд, чего мало. При поднятии запястья экран активируется быстро и довольно корректно. Функция для выключения экрана накрытием ладонью и функция включения его тапом на борту. Далее с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть режим «Не беспокоит», регулировка яркости, продувка динамика, фонарик, режим энергосбережения и не только. Персонализировать виджеты можно, но сортировать меню нельзя, как и панель быстрого доступа. Система работает без подтормаживаний, скроллинг плавный, плюс есть разные анимации в системе. Далее в меню можно обнаружить функцию для поиска смартфона, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне, но вот помощника на базе И в глобальной версии нету. Далее есть прогноз погоды, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, функции для измерения окружающего шума, мировое время, напоминания, которые можно добавить в приложении, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, но это предел многозадачности данной модели. Также производитель предоставил Bluetooth-кнопку для удаленной съемки и музыкальный плеер. С часов можно регулировать громкость и переключать треки, воспроизведенные на смартфоне, плюс есть выделенные 200 мегабайт для загрузки музыки прямо на смарт-часы и возможность подключения Bluetooth наушников. Далее в настройках помимо уже перечисленного есть настройки предустановленных циферблатов, 5 стилей отображения меню и настройка вибромотора с громкостью динамика. Вибромотор топорный, но довольно мощный, качество звука простенькое, без низких частот. В целом для звонков достаточно. Watch S2 поддерживает функцию Bluetooth звонков. С часов можно звонить или принимать вызовы, разговаривать можно, но комфорта в этом деле мало и желательно разговаривать не в шумной обстановке. Уведомления приходят, иконки отображаются, как и смайленькие, за что плюс. Отвечать на уведомления можно только заготовками, что неудивительно. Летим дальше. Видов тренировок достаточно, но отслеживания плавания нету. Для тренировок есть небольшое количество настроек, а также функция автоматического распознавания 4 видов тренировок. Тренировку нет возможности свернуть для фоновой работы, удобно, что хотя бы можно использовать музыкальный плеер во время нее. В меню можно обнаружить записи тренировок, активность, а в приложении на смартфоне можно включить напоминание о разминке и необходимости попить воды. GPS
GPS-навигацией Watch S2 не оснащены. Теперь, что касается функций для мониторинга показателей здоровья. Модель измеряет пульс, СПО2 и уровень стресса в автоматическом режиме. Измерять пульс вручную, разумеется, также можно. Из полезного есть дыхательные тренировки, женское здоровье, мониторинг сна и определение энергии организма с мониторингом всех показателей разом. Результаты измерений не особо верны, особенно во время активности. Хотя все относительно. Сон же мониторят они хорошо, отход ко сну и пробуждение фиксируется верно, за что плюс. Шагомер считывает шаги с погрешностью. В основном они показывают слегка больше пройденных шагов, чем вы по-настоящему прошли. Далее, емкость аккумулятора 380 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа 15 минут. Время автономной работы в обыкновенном сценарии использования со 100% яркостью, без АОДа, не больше 5,5 суток, что является средним результатом, но достаточным для комфортного использования. Далее, Realme Watch S2 работают в паре с приложением Realme Link. Проблем в работе приложения я не встречал. На стартовой странице в приложении мы имеем вкладку с отображением результатов мониторинга вашего здоровья, вкладка с тренировками, профиль и вкладка с новостями от Realme. В настройках смарт-часов есть магазин с циферблатами, которых там не особо много, но есть динамические циферблаты, кликабельные, кастомные, плюс можно установить любую фотографию на экран. Также в настройках можно обновить прошивку. Мне обновления, к слову, уже прилетали. Далее, минусов достаточно, но все нивелируется ценой. Отсутствие АИ-помощников в глобальной версии минус, нет GPS-навигации, нет функции автоматической регулировки яркости, нет возможности подключить нагрудный датчик, мало настроек для тренировок, мало функционала, нет системы прокрутки, не верхней кнопки, не лучшие алгоритмы для измерения показателей здоровья, Band 9 от Huawei и Xiaomi даже, наверное, лучше подойдут. И нет возможности переназначить команды. Резюмирую, Realme Watch S2 про дизайн, материалы и экран, а также про отличное соотношение цены и качества исполнения во время лютейших сейлов. Мне кажется, у них получится заполонить рынок своими устройствами, чтобы народ привык. Маркетинговый ход, от которого все выигрывают. Ну и резюмировать в этот раз я бы хотел недолго и мучительно. Сейчас идет распродажа на Алиэкспрессе, она будет и в ноябре, она вообще каждый раз идет. Каждый месяц, иногда по 2. В ноябре их 3, к слову. И вот CMF Watch Pro 2, который у нас благополучно на 2-м месте, и в топе 10 до 10 тысяч рублей они у меня тоже, 4900, плюс еще промокод на 500 рублей. И, в общем, за 4400 вы получаете супер топовые часы. С Realme такая же история, все копейки. Подписывайтесь на ТГ скидок, мой или еще чей-то. Смотрите на разных площадках, только не будьте детьми, по-другому никак не сказать, потому что мне многие подписчики пишут, а за какие деньги я потом могу их перепродать. Носимые устройства, умные часы, наушники очень тяжело продаются. По моему опыту я теряю там иногда 50% стоимости от того, что я купил. То же самое даже, кстати, касается колонок. Я вот Go 4 купил от Анкеров сейчас за 3,5, началась распродажа, она 1700. Вот такая магия, хотя рекомендованная цена у нее 2500. Еще можно и промокод накидывать, но это уже другая история. По поводу умных часов и браслетов. Вот именно с этой категории я и советую начинать. Mi Band 9 вообще за 1700 можно с промиком было купить. На секундочку. То есть вы покупаете Mi Band 9 или Honor Band 9 или Huawei Band 9 и ходите с ним. Потом постепенно повышаете градус. Я не стал делать топ-3, допустим, или топ-5 умных браслетов до 2000 рублей, потому что меня потом просто мучили, где за $20 купить. Вот сегодня на сейле. Но когда вы с этим походите, месяц, 2, 3, вы поймете, нужен ли вам другой форм-фактор, потому что функционала больше умных часов за 5000 не будет, там, если на чуть-чуть, а иногда чаще даже меньше, потому что ты переплачиваешь за экран, аккумулятор, за материалы, и в итоге у тебя получается, что фитнес-браслет имеет больше функционал, чем какие-то умные часы. И не факт, что вы всем этим будете пользоваться. Как игрушка, хорошо. Дешевый дофамин, отлично. Надеюсь, мой подход вас хоть чуть-чуть радует. Огромное спасибо за просмотр. Хотите помочь каналу? Помогите себе, подпишитесь на ТГ скидок, посмотрите, сколько все это должно стоить. То есть видите какое-то устройство, допустим, в магазине. Вбили название на английском в ТГ скидок и посмотрели. Да, нагревал его в 2 раза. И все рады. И потом выбираете, на каком маркетплейсе. Опять же, ориентировочно. Маркетплейсы везде плюс-минус одинаково стоят во время распродаж. То есть, если рядом только чуть-чуть дороже из-за логистики, из-за того, что они уже растаможили. Если, допустим, чуть-чуть дешевле, то, может быть, не отправят. Но постепенно с опытом вы поймете, где лучше брать. А лучше брать там, где дешевле и точно пришлют. Девайсам всем от меня в топе однозначно, да. Вам огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что у меня еще идут стримы на канале Польза стримы с прожарками смартфонов периодически. И вот сейчас стримы по поводу распродажи. В основном ничего позитивного, но кое-что есть. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.